Друзья, всем привет! Сегодня у меня видеоурок по бисероплетению для начинающих. Плести мы будем вот такую милую фигурку из бисера в виде ананаса, из которой вы сможете сделать и элемент браслета, и серьги, и даже кулон или брелок. В общем, эта вещь универсальная, а значит очень нужная. Итак, на нить или мононить длиной около метра я набираю одну золотую и одну черную бисеринку. Прохожу через них с обратной стороны и завязываю узелок. Как вы уже догадались, плести мы будем кирпичным плетением, и сейчас я буду плести основной ряд. Вот так бисеринки развернулись. Далее прохожу в золотую, назад в черную, и затем набираю один золотой бисер, вхожу в черную бисеринку, прохожу назад в золотую, и смотрите, вот так вот бисеринки у нас стоят бочком друг к другу. Далее таким же образом набираю черный бисер и затем выхожу через этот же черный бисер. Затем золотой. Снова черный. Один золотой. Самое сложное на данном этапе работы – это постоянно затягивать рабочую нить, чтобы плетение было плотным. Если вдруг плетение где-то получается расхлябанным, нужно прокрутить бисеринки между пальчиками вперед-назад, вот так вот, затягивая при этом рабочую нить. И плетение сразу подтягивается так, как нам нужно. После последней вплетенной черной бисеринки у нас по узору идет 6 золотых бисеринок подряд. Сейчас я вплетаю вторую, и остается еще 4. Сейчас вы можете видеть на экране не только, как в моих руках идет процесс бисероплетения, но и как облазит краска с бисера Делики, приобретенной на сайте AliExpress. У каких бы продавцов с Али я не покупала бисер Делику с металлическим блеском, весь бисер прокрашен только сверху, и все это великолепие, к сожалению, облазит. Если вам знакома эта проблема, обязательно пишите в комментариях, мы с вами обсудим наше общее горюшко. А тем временем мой основной ряд готов. Если вы все сделали верно, у вас должно получиться вот так. Я вывожу рабочую нить в предпоследний золотой бисер и приступаю к плетению второго ряда. Набрала 2 золотые бисеринки, прохожу под ниточкой между второй и третьей бисеринкой с конца и поднимаюсь вверх по последнему бисеру второго ряда. Вот так. Снова набрала 1 золотой, прохожу под ниточкой между бисеринками первого ряда и возвращаюсь вверх по этой же бисеринке. Обратите внимание, что бисер второго ряда находится строго между бисеринками предыдущего ряда. Поэтому, собственно говоря, плетение называется кирпичным. В этом ряду у нас 5 золотых бисеринок подряд. А далее будут идти все черные бисеринки до конца ряда. Плетем еще 7 черных бисеринок до конца ряда. Рабочая нить вышла из черного бисера. Следующий ряд идет с расширением. Набираем 1 черный, 1 золотой бисер и проходим под ниточкой между последней и предпоследней бисеринкой предыдущего ряда.
Каждый новый ряд у нас всегда будет начинаться с 2 бисеринок, а затем до конца ряда мы вплетаем по одной. Здесь снова идет чередование золотого и черного бисера. И в конце ряда у нас по рисунку 3 золотых бисеринки. Следующий ряд идет с расширением. Набрали 2 золотых бисеринки, прошли под ниточкой между последней и предпоследней бисеринкой предыдущего ряда и проходим вверх через последнюю набранную бисеринку. Далее по рисунку идет 1 золотая, и затем идет пустой промежуток в 2 бисеринки. Вот здесь вот. Что нужно сделать? Мы возвращаемся на 1 бисеринку назад, проходим внизу по бисеринкам нижних рядов таким образом, чтобы рабочая иголочка вышла в золотую бисеринку, та, которая идет сразу после первой черной. Вот так. Затем набрали 2 черных бисера и проходим между золотой и последующей черной бисеринкой и выходим во вторую черную. Плетем черные бисеринки до конца этого ряда. Вот так у вас должно получиться в итоге. Для начала следующего ряда нам нужно, чтобы рабочая нить вышла из второй черной бисеринки. Я опускаюсь в нижний ряд, делаю небольшой круг и возвращаюсь в нужную мне бисеринку. Все, дальше у нас будет ряд с сужением, и ниточка выходит из того места, где мне нужно. Набрала черный и золотой бисер и прохожу между второй и третьей бисеринкой предыдущего ряда. В этом ряду по рисунку у нас снова будет чередование черного и золотого бисера. А вот следующий ряд у нас идет с большим сужением на 3 бисеринки. И мне нужно выйти из вот этой вот второй черной бисеринки для того, чтобы сплести этот последний ряд. Вот я вышла в нужной мне точке. Набираю 2 черных бисеринки. Прохожу между черной и последующей золотой бисеринкой. И после них мне нужно вплести еще 2 черных. Ровно половина ананаса готова. И далее мне нужно доплести его золотые листья. Мне нужно выйти вот в эту вторую золотую бисеринку. Я просто прохожу по плетению нужную мне точку. Теперь я набираю 2 золотых бисера, прохожу между последней и предпоследней
с золотыми бисеринками предыдущего ряда, выхожу в крайнюю золотую, затем набираю еще одну золотую и вхожу в крайнюю бисеринку предыдущего ряда. Вот так. Поднимаюсь наверх через соседние бисеринки, так, чтобы рабочая ниточка вышла в средний золотой бисер. Затем я набираю одну золотую и прохожу сразу через несколько крайних бисеринок, через 3. Вот таким вот образом. И провожу рабочую нить по плетению. Видите, как стала последняя бисеринка? Во вторую золотую бисеринку самого последнего ряда. Как вы уже, наверное, догадались, вторая половина ананаса полностью идентична первой. То есть из второго золотого бисера основного ряда вы снова начинаете плести второй ряд, потом третий и так далее, пока не сплетете вторую половинку ананаса. Вот такое вот чудо из бисера получается в итоге. И я покажу, как оформить из этой фигурки кулон. Я взяла соединительное колечко 4 мм, хорошенько его раскрыла, чтобы оно прошло в бисер. Затем колечко закрываю и в него продеваю бейл. Если вы хотите сделать из ананаса элемент браслета, то тогда вам понадобится еще одно соединительное колечко на противоположной стороне плетения. Наше милое украшение из бисера полностью готово. Кому понравилось видео, ставим пальчик вверх. Всех люблю, всем пока, до новых встреч!